суток. Не так давно меня посетила идея приобрести лицензионное программное обеспечение в виде операционной системы Windows 10 Professional. Все это хотелось бы сделать подешевле. И я хочу попробовать сделать это в пределах 200 рублей. Так как на сайте магазина нашего города подобная операционная система стоит 14 тысяч рублей, 14 300, то встает такой вопрос: а возможно ли это вообще сделать за 200 рублей? Для этого посетим сайт eBay. Заходим на сайт ebay.com. И в поиске ищем Windows 10 Professional Multi-Language. Почему Multi-Language? Потому что хотелось бы, чтобы там присутствовал русский язык. Выдал огромное количество результатов. Ребята, 180 рублей, 500, 180, 200. Не знаю, насколько это правдивая покупка. Возможно, это лохотрон. И мы с вами не получим ничего. Здесь уже цены возрастают. В чем причина такого, я не знаю. Но попробовать очень даже охота. Ну вот, одно из предложений. 181 рубль. Тут еще и скидка. Указано, сколько продано, сколько скидка, какая страна продает. В основном Испания или Великобритания. Так. Ну что, рискнем. В корзину я уже добавил. Итак, доставка бесплатна. В каком виде нам придет данный продукт, не написано. Давайте пробовать оформить покупку. Нажимаем кнопочку «Оформить покупку». Регистрируемся в системе. Учетная запись частного лица. И заполняем все формы. После заполнения формы жмем «Продолжить». Здесь нам предлагают заполнить информацию более подробно. Точнее, куда необходимо доставлять заказ. Заполняем данные формы. Итак, все заполнили. Переходим к оформлению покупки. Сейчас надо подтвердить оформление заказа.
Выбираем способ оплаты. Мне, конечно, очень удобно сделать это с пластиковой карты. Жмем продолжить. И нам предлагают заполнить опять же формы. Заполняем форму. Итак, все данные заполнены. Система очень требовательная. Постоянно выдает ошибки, поэтому заполняйте формочки внимательно. Значит, была добавлена пластиковая карта, точнее данные от нее. Некоторые личные данные, в том числе паспортные. Был придуман пароль для создаваемом аккаунте в платежной системе PayPal. Далее соглашаемся и открываем счет, нажав данную кнопку. Итак, поздравляем, вы только что создали учетную запись PayPal. Спасибо. Жмем продолжить. К оплате видно сколько, 189 рублей. Жмем продолжить. Получим письмо по электронной почте. Расчетный срок доставки до вторника 10 апреля. Пришла смс об оплате товара. Ну да, все как и здесь говорилось. 189 рублей сняли. Ну что ж, будем смотреть, что будет далее. Итак, снимок того, сколько сняли денег, будет в правом углу экрана. Также зайдем на нашу почту, которую мы указывали при оформлении заказа, и видим два письма. Первое, то, что заказ подтвержден. Также расчетный срок доставки видим приблизительно через 3-4 дня. Ну, посмотрим. А также письмо о том, что заказ отправлен. Ваш заказ уже в пути. Значит, попытка приобрести операционную систему за 200 рублей. Буду снимать от А до Я. Как она мне придет или не придет, обо всем расскажу. А также установка и активация лицензии, если это все выйдет. Ждем доставки товара. Ребята, пришло еще одно письмо с какой-то электронной почты, наверное, продавец. И он мне уже прислал лицензионный ключ на один ПК. Не знаю, насколько это правда, но ключик уже у меня. Также указал ссылочку на инсталляционную программу образа Windows 10. Ну что ж, будем пробовать. Итак, заходим на официальный сайт Microsoft, там, где мы можем скачать образ Windows 10. Ссылочку оставлю в описании. Итак, необходимо скачать средства установки образов, точнее записи образа на флешку. Нажимаем кнопочку «Скачать средства сейчас». Не обновить, а установить заново. Ну, в вашем случае, если вдруг у вас 7 или 8 стоит, можно обновить. Скачаем средства записи.
Файлик скачивается, дождемся окончания загрузки и продолжим. Итак, программа загрузилась. Проверим, что она из себя представляет. Запускаем ее от имени администратора. Дожидаемся ее загрузки. Лицензии. Предлагают выбрать режим. Мы сделаем загрузочное USB устройство. Это будет проще и правильнее. Жмем далее. Язык русский. Выпуск 10. Так. Архитектура 64 разрядная. В моем случае мы сделаем запись на USB устройство. Вставляем флешку не менее 8 гигабайт, USB слот вашего компьютера. Жмем далее. Системные носители. Вот моя флешка. Далее. Загрузка Windows 10. Это займет прилично времени, так как образ будет скачиваться из интернета. Все зависит от скорости вашего провайдера. Дожидаемся окончания загрузки и создания загрузочного носителя и продолжим. Приступим к проверке создания носителя. Ожидаем завершения создания носителя и продолжаем работу. Итак, создание носителя Windows 10 подходит к концу. Загрузочная флешка готова, и мы можем приступать к переустановке Windows. Закрывается программа установки Media Creation Tool. Пока что проверим флешку. Загрузочная флешка готова. Также перед переустановкой Windows я скопировал все неважные файлы с диска C с рабочего стола на диск E. Так как мой жесткий диск делен на два логических диска, то мне повезло. Все файлы скопированы. Загрузочная флешка готова. После закрытия программы перезагрузим компьютер и приступим к переустановке Windows 10. Продолжим установку нашей Windows 10. Жмем Delete на клавиатуре и запускаем BIOS нашего ПК. После запуска BIOS выставляем приоритет загрузки.
Сохраняем конфигурацию BIOS. После сохранения конфигурации продолжаем запуск компьютера. Камера плохо фокусируется. На данном этапе происходит загрузка установки Windows 10. Дожидаемся и продолжаем. Так, приступим к выбору параметров установки. В данном случае выбираем все русское, так как живем в России и знаем русский язык. Жмем далее. Жмем кнопочку «Установить». Здесь нам предлагают ввести ключ продукта. Пока что наш компьютер не имеет соединения с интернетом, поэтому мы это сделаем позднее. Далее выбираем, какая операционная система будет установлена на наш ПК. Так как мы имеем ключ для Windows 10 Professional, архитектура 64, выбираем ее и жмем «Далее». Соглашаемся с лицензионным соглашением. Выбираем выборочную установку. Форматируем один из дисков, на которых уже стояла операционная система. Это диск C. И жмем далее, оставляя наш диск C выбранным для установки. Дожидаемся всех манипуляций операционной системы, это копирование, подготовка и установка, и продолжим работу. Итак, установка Windows подходит к завершению. Перезагрузил компьютер. Вот так все некрасиво стало без драйверов. Все увеличенное. Тем не менее, установка продолжается. Сейчас произойдет запуск первичных служб. И первичный запуск остального программного обеспечения. И подготовка устройства. Ожидаем ее и продолжим. Пока производится подготовка к запуску, хотелось также сказать, что флешку уже можно извлечь из USB порта. В последующем я достану образ флешки
SO файл для последующего записи на другие устройства, к примеру, на диск. Он нам еще пригодится, так как Windows образ оригинальный от Microsoft, без сборок, без всего. В будущем он будет полезен еще. Как сделать образ флешки или диска, в последующем будет записан этот процесс. Как раз окончилась подготовка к запуску. Снова последовал перезапуск. В общем, дожидаемся загрузки системы и продолжим. Так, система предлагает настроить параметры компьютера. Так, выбрать страну. Да. Раскладка клавиатуры. Русская. Да. Пропустить. Подключать к сети меня пока что не нужно. Имя компьютера. Ввели имя компьютера, нажали далее. Пароль администратора создавать не будем. Может, если понадобится, сделаем это в последующем. Параметры конфиденциальности. Не будем возиться здесь и нажмем принять. Вот так Windows 10 здоровается со своими пользователями. Снова в ожидании настройки. Ждем. Итак. Произошел первый запуск компьютера. Новая операционная система установлена. Вот такой несложный процесс. Ну что, приступим к самому главному. Итак, я уже осуществил некоторые действия в новой операционной системе. Это установил подключение к интернету. Конечно же, у вас имеется закономерный вопрос: зачем я переустанавливал операционную систему, если я даже не уверен, что ключ будет рабочим. Дело в том, что я все равно окажусь в плюсе, так как я давно хотел обновить свою операционную систему, и поэтому я в обоих случаях ничего не теряю. Но теперь наступило время проверить, будет ли рабочим мой лицензионный ключ к операционной системе Windows 10 Professional Multilanguage, купленный мною за 190 рублей или $3. Ну что ж, ключ я уже скопировал. Заходим в проводник. Открываем мой компьютер. Правой кнопкой мыши жмем на пустом месте и выбираем свойства. Внизу видим активация Windows. Нажимаем данную ссылку. И нажимаем изменить ключ продукта.
Забиваем сюда наш ключ и жмем «Далее». Соглашаемся активировать, жмем кнопку. И момент истины настает. Потратили мы 200 рублей впустую. Или нет? Система Windows активирована. Эта копия Windows успешно активирована. Ребята, потратив всего 200 рублей, мы с вами получаем лицензионную копию Windows 10 Professional. Я думаю, что это много значит. Так, проверяем еще раз. Активация Windows выполнена. Зачем вообще иметь лицензионную операционную систему? Это важный вопрос. Я не хотел никаких пиратских копий, потому что это неизвестно из чего сборки, поэтому я скачал лицензионную сборку Microsoft Windows 10, приобрел ключ, и теперь у меня не будет не стоять никакие кейгены вирусные, которые могут красть мою информацию и загружать мой ПК, и не будет всяческих вырезок, а будет нормальная лицензионная операционная система. Также сразу же хотел вам рассказать, как привязать свой лицензионный цифровой ключ к вашей учетной записи Microsoft. Это поможет в последующем вам восстановить активацию и произвести ее в более упрощенном режиме. Для этого заходим в пуск, параметры, обновление и безопасность. Так, ищем служба активации. Точнее, извиняюсь, активация. Так. И выбираем добавить учетную запись Microsoft. Если у вас нет данной записи, зарегистрируйте ее, это лишним не будет. Вводим электронную почту, на которой у вас зарегистрирована учетная запись. Нажимаем «Далее». Вводим пароль от вашей учетной записи. И нажимаем «Вход». Вход на компьютер по учетной записи Microsoft. Пока что мы не будем устанавливать данный пароль, нажмем «Далее». Таким образом мы связали наш цифровой ключ с нашей Microsoft учетной записью. Теперь вот здесь мы видим надпись «Система Windows активирована с помощью цифровой лицензии, привязанной к вашей учетной записи Microsoft». Кстати говоря, Windows 10 сделал неплохой браузер Internet Explorer. Если раньше им невозможно было пользоваться, сейчас он хоть похож на человеческий.
но это уже о другом. Вот и все. Далее у нас последует установка драйверов, настройка оптимизации операционной системы под себя и прочие манипуляции с настройками. Это уже, конечно же, другая тема. И, конечно же, давайте подытожим, что у нас вышло. Мы имеем операционную систему Windows 10 Professional с активированным лицензионным цифровым ключом, связанным с корпорацией Microsoft, а именно с учетной записью Microsoft. Все это обошлось нам всего 189 рублей, если быть точным. Конечно же, коробочная версия, которая стоит там в пределах десятки, 10 тысяч или 14 тысяч, она дает вам больше гарантий, нежели цифровой ключ, купленный неизвестно у кого. Но все же итог вы видите сами.